Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 11 ноября. В этом видео поговорим о народном празднике на этот день, поговорим о церковном календаре на этот день, 11 ноября, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 11 ноября по народным приметам, традициям и обрядам. Далее, друзья, все более подробно. Итак, 11 ноября православная церковь совершает День памяти святой преподобной мученицы Анастасии Римляне и преподобного Авраамия Затворника. Анастасия Римлянина осталась в младенчестве сиротой, и ее взяла под покровительство настоятельница женского монастыря, который находился около Рима, София. В этом же монастыре Анастасия приняла иночество. Когда будущая святая выросла, многие красивые и богатые мужчины сватались к ней, но она решила остаться в монастыре и вести праведную жизнь. В это время император Декий устроил жестокие гонения на христиан. Язычники с силой вывели Анастасию из монастыря и привели к правителю города. Они обвинили ее в том, что она не только презирает знатных и богатых женихов, но и почитает Иисуса Христа. Градоначальник Проф, увидев ее молодость и красоту, сначала пытался лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры Христовой, убеждая, что Анастасия губит свои лучшие годы в монастыре. Но Анастасия ответила и ему отказом. Тогда святую начали пытать. Истекая кровью, она стала изнемогать и попросила воды. Наблюдавший за ее мучением, некто Кирилл сжалился и напоил ее водой. Пытки продолжили, и Анастасия отрезали язык. Решив, что Кирилл, напоивший мученицу водой, втайне исповедует христианство, мучители схватили его и тоже казнили. Народ, видя бесчеловечные издевательства над святой, вознегодовал, и правители города вынуждены были прекратить пытки, но успели обезглавить мученицу. Тело Анастасии было брошено за городом на съедение диким зверям, но игуменья София, извещенная Господом, нашла истерзанное тело и с 2 помощниками-христианами предала и его земле. Кроме того, 11 ноября поминает еще одного святого, преподобного Авраамия Затворника. Он жил около Эдессы, сейчас это город на севере Греции. Авраамий начал трудный подвиг уединенного жития в расцвете лет. Он покинул родительский дом и поселился в пустынном месте, проводя дни в молитве. После смерти родителям святой отказался от наследства и просил родных раздать его нищим. Своей строгостью, добродетельностью и верой Авраамий привлекал к себе многих, которые желали приобщаться к христианству. Вскоре вера его подверглась испытанию. Его назначили пресвитером в одном из языческих селений Месопотамии. 3 года трудился преподобный над просвещением язычников. Он построил Божий храм и разрушил языческое капище, за что постоянно терпел поругания, а иногда и побои от местных язычников. Авраамию было дано увидеть завершение своих праведных трудов. Язычники уверовали в Иисуса Христа, Сына Божия, и преподобный сам крестил их. Выполнив долг, Авраамий вновь удалился в пустынь, где продолжал прославлять Бога, но тут подвергся дьявольским козням. Однажды в полночь, когда святой молился в своей келье, внезапно воссиял свет и послышались слова: «Блажен ты, блажен, как никто из людей». Разгадав, какая сила с ним разговаривает, Авраамий сказал: «Я человек грешный, но надеюсь на помощь и благодать Бога моего и не боюсь тебя». В другой раз дьявол явился в образе юноши, однако и тут подвижнику удалось одолеть злую силу. А вот в народном календаре, друзья, 11 ноября было в первую очередь
обращали внимание с растительным волокном, то есть обращали внимание 11 ноября, почитали именно коноплю и лен и поминали святую Анастасию, которая помогала в работе шерстяной пряжей. Настасья, как ее прозвали в народе, заботилась о баранах и овцах, об овчарах и о тех, кто из овечьей шерсти придет шерстяные нитки, валяет валенки, шьет теплые одежды, изготавливает сукно и так далее. На иконах часто святые Анастасия и Параскева изображались вместе. 11 ноября в южных регионах, как правило, заканчивали стричь овец. В этот день наши предки отправлялись в церковь, чтобы помолиться заступнице и покровительнице овчаров святой Анастасии. Пастухов в этот день угощали обязательно гостинцами, желали им крепкого здоровья и долгой жизни. Если 11 ноября это день был овчаров и пастухов, то 12 ноября, напоминаем всем, поздравляли рыбаков и их охотников. Поэтому, если у вас есть кто-либо рыбак или охотник, не забудьте записать себе в заметки касательно 12 ноября. Так вот, в народном календаре этот день прозвали Настасья, Настасья Стригальница, Анастасия Овчарница, Овчарный праздник, Авраамий Овчар или Абрамова вечерня. В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков. Крестьяне часто молились великомученице и приносили в поле, где пасутся овцы, иконы Анастасии и Авраамия. Реликвии считали надежной защитой от всех напастей, которые могут приключиться со стадом. Несмотря на то, что часто пастухами становились люди уже в возрасте или больные, которые не могли в полную силу работать в поле, и их очень уважали. Считалось, что овчар даже знается с лешим, который может как навредить стаду, например, погубить скотину, наслать на него медведя, волка, так и помочь присматривать за ним. Так, чтобы сохранить свой покой, пастух должен был наладить контакт с лешим, пообещать ему не разорять леса и приносить съестное. Считалось, что за правильное поведение лесной дух мог даже помочь найти отбившуюся овцу. Как мы сказали ранее, на Анастасию на Руси день считали покровительницей овец, а Авраамия считали заступников овчаров. Женщины в этот день обязательно пекли вкусные пироги и угощали ими пастухов. Верили, что благодаря этому они будут лучше следить за стадом. И, что немаловажно, в этот день было принято стричь овец, делать пряжу из овечьей шерсти, вязать теплые предметы одежды. Перед стрижкой следует на всю ночь вложить в ножницы клок шерсти. Дело в том, что в некоторых районах стрижка овец уже заканчивалась, а в некоторых регионах все только начиналось. Из шерсти наши предки пряли нитки, вязали варежки, носки, ткали ткань, которую потом применяли в пошиве верхней одежды. Также, отправляясь на пастбище, пастухи 11 ноября брали с собой иконку святой Анастасии и обязательно подвешивали ее на дерево. Образ считалось, что он защищал скот от волков. К вечеру стригли овец, а из шерсти пряли. Нитки использовали для вязания теплых носков и варежек, пошива зимней одежды. Обязательно в этот день занимались приготовлением овечьего и козьего сыра. Праздник незамужние девушки носили коралловые бусы, чтобы встретить достойного мужчину, чтобы в доме не поселилась нечисть, семья жила счастливо, благополучно, украшения подвешивали на видном месте. Также в этот день старались наши предки съесть кусочек овечьего или козьего сыра, который придаст бодрость и заряд энергии на весь день. Также считается, что именно 11 ноября подходит для бракосочетаний и помолвок, так как брак будет долгим и счастливым.
Также считается, что именно 11 ноября прекрасный день для начала новых проектов, поэтому смело беритесь за какую-то сложную и кропотливую работу. Разрешается в этот день на ужин подать мясо, в частности баранину. За богатый стол, на котором будут различные блюда из круп и овощей, приглашаются самые близкие люди. День можно было посвятить уборке. Большое внимание следует уделить чистке ковров и полов. Также в этот день, 11 ноября, наши предки особое внимание уделяли народным приметам касательно погоды. Итак, если иней ночью, то днем снега не предвидится. Низкие облака, значит, ожидается стужа. Вороны раскаркались к морозу. Голуби разворковались к потеплению. Волки стаи вышли на поле к эпидемии, голоду, войне или другому массовому несчастью. Собака весь день вяло и плохо ест, это говорит о том, что будет ухудшение погоды. А вот дождь, если в этот день, то это к похолоданию. Солнечные лучи сквозь облака пробиваются к череде теплых дней. Именины сегодня, друзья, у нас с вами отмечают следующие имена: Анастасия, Мария, Анна, Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Павел, Николай, Филипп, Тимофей и Марк. Поэтому, если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно их поздравьте. По мнению наших предков, люди, рожденные 11 ноября, хорошо понимают животных. Также они очень коммуникабельные и активные. Правда, у них есть и недостатки. Довольно часто из-за высокой активности им очень сложно усидеть на одном месте. Талисманом этого дня считается небольшой серебряный ключик. Он способен помочь своему обладателю выходить из, казалось бы, самых безвыходных ситуаций победителем. К тому же наделяет человека уверенностью в собственных силах. А вот сны, увиденные в ночь с 10 ноября на 11 ноября, будут особыми. Они помогут осознать смысл вашей жизни или укажут путь, по которому нужно следовать в настоящее время. Особенно важно запомнить слова, сказанные во сне. После пробуждения их необходимо записать и в течение всего дня слушать, что говорят вам окружающие. Именно это поможет понять увиденное. Что же можно было делать 11 ноября? В этот день следовало к обеду готовить пирог из муки нового урожая, пшеничную кашу и баранину. И съесть это все нужно было в семейном кругу, чтобы в доме был мир и покой. Накрывать праздничные столы в день Авраамия Овчара должны были только замужние женщины. Если же этим займется девушка на выданье, то еще год не найдет себе жениха. Хозяин овец 11 ноября должен устроить для пастуха пышное застолье с пирогами, овечьими или козьим сыром, а также сделать ему обязательно денежный подарок. Тогда считается, что овцы будут целыми и невредимыми. Также в этот день старались наши предки уделить время своим супругам и деткам, чтобы укрепить отношения с ними. Что же нельзя было делать 11 ноября по народным приметам? Дело в том, что, как мы уже сказали ранее, сегодня празднуется пастуший праздник. Поэтому сегодня нужно помнить старинные народные приметы, особенно касательно особого отношения к пастухам, а также нельзя с ними спорить и тем более скандалить. Хозяин овец должен устроить для пастуха был пышное застолье с пирогами, овечьим козьим сыром. Также столы должны были в этот день накрывать только замужние женщины. Вечер 11 ноября нельзя было ни в коем случае проводить в одиночестве или, например, с незнакомцами. Это верная народная примета крупной ссоры с родственниками или какого-то большого несчастья.
В день Анастасии Овечницы и Авраамия Овчара нужно было собраться за праздничным столом вместе с родными и близкими, чтобы поговорить по душам, рассказать о своей жизни, поделиться горестями и радостями. Тогда считается, что семья весь год будет крепкой и дружной. 11 ноября не рекомендуется женщинам ходить с голой шеей. Им надо украсить ее коралловыми бусами, и это обеспечит счастье и удачу не только в карьере, но и в делах любовных. Вечером бусы следует повесить на самое видное место, чтобы защитить дом от нечисти, а после промыть под проточной водой и обязательно спрятать. А вот мужчинам 11 ноября, напротив, не стоит впервые надевать то, что не имеет конца. Браслеты, цепочки и так далее. В противном случае скоро придется кому-то подчиняться, так говорили наши предки. Также в день Авраамия Овчара нельзя оставлять ребенка дома одного. Может нечисть явиться и сильно напугать малыша. Также нельзя 11 ноября надевать вещи из овечьей шерсти. Можно накликать на себя 100 бед. Нельзя в этот день, 11 ноября, надевать одежду из овечьей шерсти или ткани с ее содержанием. Также неблагоприятным день считался и для стирки одежды. На Руси верили, что попавшая на вещи вода может унести с собой здоровье человека. Друзья, вот такой у нас с вами день, 11 ноября. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, услышимся в следующем видео.